На горизонте, там, где земля встречалась с небом, уже горела тонкая линия оранжевого огня, приграничные земли, преданные огню армии, еще не закончившей свой марш. И хотя пламя было еще далеко, каждый в стенах Грейвуда уже понимал, что означает этот свет. В городе не осталось паники, лишь тихая, отработанная спешка. Торговец, закрывавший в тот вечер свою лавку, был не первым, кто так поступил, и не последним. Мать тянула сына к спасительному дому, сжимая его руку крепче, чем он понимал зачем. В спешке мальчик потерял свою деревянную игрушку, маленькую, забытую вещицу, оставшуюся лежать на камнях, когда за ними закрылась дверь. Далеко за городскими стенами, в тишине леса, маленькая лягушка безмятежно сидела на старом, покрытом мхом камне, пока какой-то звук, какая-то дрожь земли не заставила ее резко отпрыгнуть в сторону. Там, где она сидела лишь мгновение назад, земля теперь содрогалась под копытами лошади, гонимой во весь опор, будто ее всадник вез нечто, от чего зависело все королевство. Этим всадником был сир Радрик, и скакал он не ради славы и не ради себя самого, а потому что каждая секунда, потерянная между лесом и воротами замка, могла стать той секундой, которой королевству будет не хватать. Внутри городских стен солдаты уже вооружались, мечи снимались со стоек, щиты, с крюков, ряды строились во дворе под светом факелов. У ворот солдаты, завидев его, тотчас выпрямились. Это был не просто приближающийся рыцарь, а их генерал, вернувшийся домой. Он не остановился, чтобы что-либо объяснять. Он проскакал прямо через город, вверх по извилистым улицам, оставаясь верхом даже проезжая под воротами замка, к тронному залу в самом его сердце. Внутри, у огня, давно переставшего согревать зал, король Олрик восседал на троне. А рядом с ним стояли двое советников. Их голоса были тихими, но страх безошибочно узнаваем. «Враги уже завтра будут здесь», — произнес первый. «Как мы будем готовиться к битве?» — спросил второй. Но король не ответил на их страх собственным страхом. Вместо этого, с невозмутимостью, поразившей даже его советников, он задал лишь один тихий вопрос. «Скоро ли будет Радрик здесь?» Будто вызванный самим этим вопросом, огромные двери распахнулись, и в них вошел сир Радрик. Король поднялся с трона, и впервые за этот вечер на его лице промелькнуло что-то похожее на улыбку. Одним движением руки он отпустил советников. Оставшись вдвоем, король достал небольшой кожаный мешочек, потертый от времени, и открыл его перед собой. 5 расколотых фрагментов, золото и древний камень, некогда, давным-давно, соединенные в единое целое. Осколки короны. «Королевство нам не спасти», — тихо произнес король. «Но ты должен спасти реликвию. Это то, ради чего враг на самом деле сюда пришел». «Мой король», — сказал Радрик, — «вы просите меня оставить вас в эту трудную минуту. Ради этого». «Радрик». Голос короля теперь тверд, хотя взгляд остается теплым. «Ты наше последнее спасение. Ты тот, кому я доверяю, мой друг. Ты должен донести эту реликвию в Брангард. Гонцы уже отправлены вперед тебя. Каждый король будет ждать тебя там. Объедини их. Не дай врагу овладеть всеми 5 королевствами. Уходи морским путем. Среди скал тебя уже ждет корабль. Враг уже завладел сухопутным путем. И знай, никто не должен узнать, куда ты идешь и что несешь». Радрик принял приказ короля всем сердцем, хотя это ранило его, и с этой еще свежей раной развернулся и покинул зал. Советники вскоре вернулись, спрашивая, куда ушел рыцарь и зачем. «Он ушел», — просто ответил король, — «чтобы спасти нас всех». Далеко от Грейвуда, в лагере, тянущемся дальше, чем мог охватить взгляд, генерал Кадир шел вдоль длинных рядов воинов Черного Ордена, и каждый, мимо кого он проходил, замирал, будто одни только его шаги требовали повиновения. Он вошел в палатку лорда Малакая, хотя то, что ждало внутри, оставалось скрытым от глаз. Виден был лишь Кадир, застывший в идеальной стойке. «Мой лорд», — сказал Кадир, — «армия готова. На рассвете мы возьмем Грейвуд». Единственный жест ответил ему, невидимый, но безошибочный. Кадир поклонился и вышел. Тем временем Радрик мчался через темный лес, пока деревья не уступили место обрывистым скалам и открытому морю. Там,
На камнях его уже ждали солдаты Грейвуда. «Сир», — произнес командир, — «корабль готов к отплытию. По приказу короля я должен доставить вас в Лимрию». С камнем на сердце Родрик забрался в поджидавшую лодку, и солдаты столкнули ее с камней в темную воду. Он поднялся на борт корабля, и там, на палубе, с болью, давящей на грудь, болью от того, что оставляет дом, оставляет короля в час величайшей нужды, сир Родрик в последний раз посмотрел на Грейвуд. К утру битва уже достигла стен. Король Олрик стоял над всем происходящим, рыцари и советники рядом с ним, наблюдая, как враг разбивается о камни его города. «Мой король», — произнес солдат, опускаясь на одно колено. Враг прошел через стены. Мы потеряли город. Не сказав ни слова, король развернулся, и его свита последовала за ним по коридорам замка обратно в тронный зал. «Мой король», — произнес командир. Большая часть народа успела выбраться из города. Мы отправили их в Лимрию. Вам тоже нужно бежать. «Вы можете уходить», — ответил король. «Я останусь». Один советник задержался, не желая покидать своего короля, хотя страх был ясно виден на его лице. Затем двери тронного зала разлетелись внутрь, и за ними стояла армия Черного Ордена, генерал Кадир во главе. Последние солдаты короля выстроились перед своим правителем, подняв щиты, готовые отдать все, что у них осталось. Король Олрик в последний раз поднялся со своего трона и обнажил клинок. «Я готов умереть ради чести и ради Грейвуда», — сказал он. «Так покажем же врагу, кто мы такие». Его словам не нужен был ответ. Его гвардия уже выбрала свою судьбу задолго до этого утра. И теперь, с голосом короля, звучащим в зале, они стояли готовые ее встретить.